Всем салют! Сегодня я покажу, как зарегистрироваться на проекте Last Chaos Xanthus и расскажу о плюсах и минусах данного сервера. Уверен, вам это понравится. Поехали! На самом деле есть несколько поисков этого сервера. Первое — это Last Chaos Extreme, там где мы собственно и голосуем за наши сервера. Здесь он на 4-м месте по голосованию. Просто нажимаем на ссылочку и переходим на этот вот сайт. Второе, самый распространенный способ — это ввести его в поиске. Вот и он. Вот. Третий способ — это в описании под моим роликом, под предыдущим и под этим. Прежде чем скачать там сервер, мы его, собственно, и не сможем даже скачать, поэтому нажимаем регистрация, здесь регистрируемся. Английский язык, я думаю, сложности ни у кого не будет. В целом понимание есть, как регистрироваться: никнейм, логин, email, password. Здесь мы указываем, например, ник того, кто нас пригласил в игру. То есть, например, мы можем указать ник мой, это Снуф, либо какой-нибудь либо другой, либо вообще в целом просто пропускайте его. Далее написать циферку 53 проверочную, accept, регистр. После того, как мы с вами заполнили все абсолютно иконки, все абсолютно формы, мы с вами можем уже перейти непосредственно к нашему профилю. Вот. В нашем профиле есть система achievements, то есть система ачивок, зарабатывающих в процессе игры. Например, одеть оружие плюс 15. Чтобы была заточка до плюс 15. Соответственно, у меня в данном случае это было оружие хранителя. Я его получил, я его одел, получил ачивку. За каждую ачивку мы получаем бонус кэш, то есть внутриигровой шоп. Чем больше ачивок, тем больше шопа получаем. Следующее, что самое важное, это у нас открывается возможность скачать наш проект. Скачиваем любым способом, которым вы захотите. Вкладка донат, соответственно, донат здесь только через PayPal. И вкладка гайдов. Гайды, к сожалению, у меня не открываются, потому что нужен VPN. VPN я еще не ставил на компьютер, я открывал с телефона, но попробуйте вы. Если у вас будет открываться, значит, вам повезло. Вот, потому что в моем случае здесь нет. Только открываются гайды по скиллам каждого навыка, каждого из персонажей. Выбираем. Здесь можно абсолютно все прочитать, совсем ознакомиться. Вот. Гайд по квестам, как видите, у меня он не открывается. Хотя вот он есть. Здесь, по-моему, можно перейти вот сюда вот. Вот. О, обманул. Нет, этой странички нет. Поэтому вам этого показать я не смогу. Чтобы это показать, нужно будет всего лишь установить VPN. Либо поспрашивать у кого-то в самой игре, что, куда, да к чему. Вот. Следующий плюс, то, что здесь вот эти плюсики, вот эти вот лайки, это не просто так, у нас это с вами голосование. То есть мы нажимаем на перейти голосование, ставим капчу «Я не робот», ждем, голосуем. Голосование успешно завершено. Можно закрыть вкладку, обновим вот эту. Опа, у нас прилетело плюс 30 монет. Нажимаем на второе голосование, вводим капчу. Я думаю, многие люди с этим сталкивались. Например, на сервере Hard аналогичный образ, тоже голосовать нужно. Можно обновить, посмотреть. Опа, плюс 20. Итого, то есть плюс 50 шопа за 12 часов. То есть раз в 12 часов мы можем с вами голосовать и получать за это 50 шопа. Также здесь показывают, сколько игроков онлайн, аккаунтов, и прочее. Рейтинги, осады, замки, патчноуты, которые администратор выкладывает и тому подобное. Так как сервер европейский, здесь всего два языка. В данном случае это польский и английский. Соответственно, что мы можем сделать здесь с вами еще? Посмотреть ранги абсолютно вообще по всему что угодно, даже по топ-150 пэт. Это вообще как? То есть у кого пэт вкачан больше всего? Прикиньте, я такого, если честно, никогда ни у кого не видел. Интересно бы найти, можно было бы себя или нет. Я, наверное, в самом-самом конце. Также есть ежедневный календарь. То есть здесь что-то нужно сделать. Я еще пока особо не понял, но давайте вместе с вами разберемся. Мы нажимаем на перевести выделенный фрагмент на русский. Если у вас возникла проблема и вы не сможете войти в игру, вы можете завершить день здесь. Вы можете понять день в экстренной ситуации до 3 раз в месяц. По сути, на самом деле, я не понял, что я прочитал, но я думаю, с этим можно будет разобраться, поспрашивать. Наш аккаунт. Дальше что у нас? Выйти, поменять язык, изменить данные нашего аккаунта, также пароль и Game Accounts. По сути, на самом деле, очень интуитивно понятный сайт. Не важно, что он на английском, все достаточно ясно, коротко. И, впрочем, как и везде. А теперь переносимся к клиенту.
Так, дорогие друзья, хотел начать снимать видео, но тут оказалось следующее. Пока снимал, стоял АФК на Юноне и увидел, что здесь Мияги написал мне на русском. Парень зашел по моему видео и хочет со мной поиграть, вот. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет еще со мной поиграть, пообщаться, там какое-то мнение может быть свое, а может быть что-то рассказать или помочь чем-то там, подсказывать, или может быть я кому-то поподсказываю. Вот, добавляйтесь в друзья, пишите, заходите на сайт, регистрируйтесь по этому видео, показано как сделать, скачивайте, я вас в целом жду, будем вместе здесь помогать друг другу, вот. Ну а мы переносимся непосредственно к началу создания своего персонажа. Кстати, да, здесь прежде чем выйти, нужно подождать 5 АФК секунд. Я думаю, это связано с тем, чтобы на PvP и так далее не выходили люди. Все банально просто, все так же, как и на других серверах. Выбираем нашего персонажа. Ну, там, я не знаю, например, давайте... Я предлагаю таким образом, давайте вы напишите в комментариях, если вам захочется посмотреть, как заново качать какого-либо персонажа. Вместе с вами мы его будем прокачивать. Например, я никогда в жизни не играл на колдунах, абсолютно вообще никогда не играл на колдунах и на магичках. Поэтому напишите мне в комментариях, кого бы вы хотели посмотреть, как я на нем играю, какие-то, может быть, нюансы, тонкости узнаю и так далее. Вот, и вместе с вами будем его вместе прокачивать. Поэтому переносимся назад к созданию персонажа, а не к тому, что я бла-бла-бла-бла-бла. В общем, например, делаем ник там условно, пускай будет Саша, да, как его зовут. Выбираем там, как обычно, всякую вот эту хрень, ну и переносимся создание. Вот, выбрали. Здесь у нас можно выбрать сервер. Это рейд и что-то еще. Я так понимаю, что, наверное, рейды, башни и всякие тому подобие. Вот. Без PvP канала, канал с PvP. Но везде есть понемножку своих людей. Тут люди играют. Насчет PvP я его особо толком еще не видел пока что в игре. Вот. Насчет PvE я его видел. Все очень логично. Но PvP появляется на 90+, когда у тебя уже появляются некоторые вещи. Вот, поэтому о нем пока нам еще слишком далеко. Но я его обязательно покажу в дальнейших сериях, когда уже сам до него дойду. Непосредственно так же, как и до оса. Вот. Что у нас здесь есть в меню? Ой, я извиняюсь. Заходим на нашего нового персонажа. Нажимаем Yes. Нас перекидывают в стартовую локацию для новичков. Здесь, соответственно, мы уже начинаем качаться благодаря нашим квестам. У нас в наборе идет хороший старт. Стартовые вещи. Ну, я вам просто покажу для понимания, что дают. 10% к МП и 10% к HP. То есть 10% к ХП и мане. Непосредственно нам дают еще платинку, адреналин, ну и порошок с благословенной риской. Ну, собственно, все. Стартовые квесты. В чем заключается их вообще смысл? Они нас, по-моему, апают до примерно 15-20 уровня. Плюс дают нам всякие бафы, о которых я говорил. Квесты банально простые, это типа, например, там найти Джоэла, он чуть дальше, ну и выполняем эти квесты. Первый квест я сдал, хочу взять второй, и вот что мне предлагают здесь в качестве награды. Это баф 4 уровня, быстрые шаги. Соответственно, что из этого нам говорится? В том, что в предыдущем ролике и в этом я повторяюсь еще раз, что за каждый квест нам дают какие-то неопределенные бафы. Там скорость ударов, скорость бега, скорость там, не знаю, восстановления здоровья, защита, маг-атака и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, что дальше? Я бы вам хотел здесь уже показать без спешки и все поподробнее. Перенесемся теперь к хранителям. Ну, ничего обновленного нету здесь. Выбираем нашего хранителя любого, абсолютно закидываем ему запрос и ждем акцепта. Ждем его одобрения. Далее, что здесь из прикольного? Есть блокнот. В блокноте мы там что-нибудь можем там записать. Если бы я знал только, конечно, как это сделать, я бы это все записал. Но я не знаю как. Потом разберемся. Здесь есть также система ввода промокодов. Например, на сервере Discord, либо на сервере сайта, либо где-нибудь еще, может быть, я пока с этим еще не сталкивался, но иногда приходят, как мне рассказали, промокоды. Промокод, например, это название сервера. Мы вводим, крутится такой вот сейф. Я так понимаю, что паспорт правильный, да? И нам что-то должны были дать. Нет, нам ничего не дали. Но, насколько я знаю, обычно он, наверное, уже просто не работает.
потому что истек срок годности его, скажем так. Да, неправильный пароль. А вообще вводите сюда промокодик, и промокодик у вас должен быть использован. Топы все как обычно, и ну все остальное все как обычно. В целом ничего нового нету. Ну вот мы и в городе. Так как мы новичок, мы с вами появляемся в этой локации после нескольких квестов в самом начале. Прибегаем сюда, либо нас сюда телепортируют. По-моему, дается свиток телепорта. Здесь вступаем сразу в гильдию для новичков. И уже дальше можем либо поспрашивать что-то в чатике, если вам конкретно что-то интересует, либо уже сами можем в этом разобраться. Вот, по основным механикам, что здесь еще очень удобного? Здесь это лакобол, повторюсь. Есть очень удобная механика крутилок жетонов, назовем это так. Нажимаете автомат и автоматически крутят все жетоны, которые у вас есть. Либо же по одному, сами ручками крутите. Вот. Также есть золотой токен, также есть жетон осады. И также вы можете крутить за какие-то типа жетоны, которые вам дают за то, что вы находитесь в активе на сервере. То есть здесь есть такой подарок. По истечению каждого часа вам дается в корзинку, она падает либо в дропбэк, что открывается на клип, повторюсь, либо в инвентарь. Вот, такая звездочка. С этой звездочкой вы уже непосредственно можете заходить в лакобол, то есть в рулетку, пролистывать на нужную нам страницу и здесь крутить необходимые нам ресурсы, которые вы хотите выбить. Вот. Они даются только за активность на сервере. То есть нельзя выходить, вам нужно находиться в час в игре. Что единственное прикольное, что, по-моему, баф не сбрасывается. То есть, если, например, мы сейчас выйдем и зайдем завтра, то у нас останется эти самые 50 минут. Это очень здорово. Следующая самая прикольная механика, которую я мог найти. Нигде не видел, чтобы работала эта система, но здесь она работает. Короче, здесь нам нужно набрать 150 ключей для того, чтобы нам дался один золотой. То есть набиваем 150 обычных, дается один золотой в обмен на этот. Вот. Также можно система обменом пользоваться. Набили 5 КБшек, получили КБшечку синюю, зеленую, набили зеленую КБшечку, обменяли, получили этот хаос камня, камень хаоса. После него набиваем этот. Ну и, собственно, что я вам рассказываю, система в целом почти везде одинаковая. Единственное, что здесь есть какие-то новые, непонятные для меня лично предметы по типу MP Steel Potion на один день. То есть кража маны на один день. Я не знаю, в чем преимущество его на один день, учитывая то, что мы меняем 24 штуки на один день. То есть 24 и один день одно и то же. Но только на сутки как-то жалко, потому что... А если я, например, не все сутки буду сидеть в игре, получается половину бутылика просто сгорит. Что вот это я пока не знаю. Какая-то защита от... защита от смертей. То есть, когда мы умираем, наши бафы спадают. Вот эта штучка, она нам их сохраняет. То есть, бафы наши не спадут. А что за бафы, спросите вы? А я вам сейчас покажу. Мы бежим к этой Итане, открываем buy, то есть купить. И уже здесь выбираем баф, который нам с вами необходим. Денег на старте, сразу скажу, абсолютно 0. Деньги начнут появляться с дропа, который вы будете продавать. Хочу повториться, что на этом сервере присутствует бесплатный билет торговца. Нажимаете букву Q, все, что к вам сюда попадает, нажимаете Sell All. Но так как эти предметы не продаются, их продать нельзя. Но мы их можем просто взять вот и аналогичным образом перенести сюда. Да, переносим. А остальные шмотки, которые у вас с пола, покупаем и продаем. Точнее, собираем и продаем. На них покупаем бафы. По крайней мере, я лично для себя покупал только быстрые удары и быстрый шаг. По сути, все остальное для новичка особо-то и не нужно. Нам главное быстро бегать, быстро ходить, потому что вот такая вот скорость бега, она меня лично триггерит очень сильно. Вот. Не забываем брать баф Элизабет. Все остальное, по сути, то же самое, ребят. Нет никаких изменений таких глобальных. Каждый сервер наполнен какими-то своими нюансами, которые можно узнать только в процессе самой игры. К сожалению, я еще достаточно мало поиграл, и этих самых нюансов я еще сам пока не узнал. Вот. Но по мере игры я вам буду о них рассказывать. Есть новая Юнона, точнее старая. Но для меня лично она, по крайней мере, новая. Вот. Я не знаю цель этой Юноны, для чего она нужна, что она здесь делает и так далее. Но здесь, что самое интересное, присутствует вот такой парень, Стефан. Он, кстати, появляется время от времени. Это типа нашего торговца. Можно что-то купить. У него можно купить вот такие вот штуки. То есть все то, что нам нужно для ковки, заточки, прокачки наших с вами вещей, нашего сета. Вот.
Здесь такая же стоит Итана, здесь тоже стоит Вигил, в который можно вступить в гильдию, и тоже стоит Эстрелла для обмена ключей, ну и там что-то еще, там день рождения чекнуть, например, когда будет день рождения у сервера, а оно у нас будет через 9 месяцев, 21 день вроде как. Вот. Здесь находится Феникс клуб, в который можно будет вступить для перерождения, но я на самом деле не видел, чтобы хоть кто-то вступал. Вот. Все остальные какие-то нюансы, они будут мною показаны в дальнейших видео, а именно геймплей. То есть там, где я буду уже непосредственно играть и вам показывать шаг за шагом, как я развиваю своего персонажа. Если же вы снова, повторюсь, захотите посмотреть, как вообще все это делается с самого нуля, с первого уровня, напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайк, чтобы я видел то, что вы просите, чтобы видео набрало популярность среди моих остальных видео. Я видел, что вам действительно это было бы интересно. Вот. Мы с вами вместе с нуля все это вместе пройдем. А я думаю, что пока на этом все. Я вроде как постарался рассказать для вас очень малую часть того, что здесь вас будет ждать, как зарегистрироваться, как начать, что за квесты в самом начале и какие-то мелкие такие бонусные механики на этом сервере. Вся остальная суть прокачки заключается в том, что мы будем с вами долбить просто квесты, долбить мобов, и нам с этого будут давать всякие бафы, опыт, ОУ, который будет идти, его здесь не нужно бить, ну и так далее. Вот, а на этом, собственно, все, ребят. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, постарался уже без спешки вам чуть-чуть более поподробнее рассказать какие-то мелкие нюансы на этом сервере, потому что в предыдущем видео торопился, не знаю почему, таких на эмоциях записывал видео. Вот, здесь чуть-чуть поспокойней. Если будут какие-то вопросы, также пишите в комментариях, пишите, заходите в игру, пишите в личку, добавляйте в друзья. Вместе с вами узнаем все, покажем, запишем видео, ну и что-нибудь сделаем интересного. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, всем пока.